В этом выпуске фигуристы из группы Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на Финляндия Трофи. Когда получат американские визы фигуристы сборной России для участия на Гран-при США? Зачем Камила Валиева поменяла программу на Олимпиаду? Нестабильность Елизаветы Туктамышевой. А теперь обо всем по порядку. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях пар на турнире серии Challenger Finlandia Trophy в финском СП. Евгения Тарасова и Владимир Морозов за короткую программу получили 78,33 балла. Вторыми идут другие представители России: Анастасия Мишина, Александр Галямов, 73,76. Третье место занимают канадцы Ванесса Джеймс, Эрик Редфорд, 67,55. Российский фигурист Владимир Морозов поделился впечатлениями о новой короткой программе и указал на недостатки старой постановки. «Нам нравится эта программа. Предыдущая была более раскатистая, более спокойная, классическая и нежная. А здесь она заставляет создавать динамику. Естественно, увеличивается скорость. Конечно, перейти было сложно, возможно, еще надо добавить. Конечно, от первой программы что-то осталось. Скелет, да и вообще порядок элементов остался тот же. Заходы, которые нам нравятся, которые смотрятся красиво и нежно, мы их тоже оставили. Что-то, конечно, уже поменяли с Даниилом Глейхенгаузом. Сделали микс, собрали все самое лучшее в одном», — сообщил Морозов. Его партнерша Евгения Тарасова добавила, что из-за динамики ей музыка понравилась с первых нот. Фигуристы сборной России, заявленные на этап Гран-при в США, должны получить визы этой страны 7 октября в Ташкенте, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Первый этап Гран-при состоится 22-24 октября в американском Лас-Вегасе. Визы должны получить Дарья Усачева, Артур Даниилян, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Андрей Багин, выступающие в танцевальной паре с Аннабель Морозов, а также ряд тренеров. Известно о наличии американских виз у спортивных пар Алина Пепелева, Роман Плешков, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, фигуристок Александры Трусовой и Ксении Синицыной. Имеется доступ в США у Морозов и танцевального дуэта Тиффани Загорски-Джонатан Гурейра. В столице Узбекистана запланированы тренировки российских фигуристов. Серебряному призеру чемпионата России прошлого сезона, действующей чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой, возможно, стоило бы оставить обе программы минувшего сезона на Олимпийский, заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. В олимпийском сезоне Валиева будет исполнять в произвольной программе «Болеро», с которым она выступала в прошлом году. Короткая у фигуристки новая, поставленная на композицию «In Memoriam» композитора Кирилла Рихтера. В минувшем сезоне она каталась под «Шторм», написанный двукратным чемпионом мира в парном катании Эриком Редфордом. Лично я бы даже короткую Камиле не меняла, потому что в прошлом году у нее были удачные и одна, и вторая программы. Особой необходимости менять их перед Олимпиадой я, например, не видела. Но тренерский штаб это сделал. Возможно, чтоб совсем всем уж угодить. Но оставили стиль старой программы с немножко новой идеологией, с новой осмысленностью. Может быть, чтобы самой девочке интереснее было выражать этот смысл. Возможно, это правильно, чтобы был стимул в плане развития эмоциональности, сказала Гончаренко. В общем, у Камилы все хорошо, надо работать. Она, как Саша Трусова и Аня Щербакова, претендует на самые высокие места. Все будет зависеть от того, кто будет более собран и чьи прокаты будут более чистыми. Все девчонки просто блеск, добавила специалист. Основным минусом в катании серебряного призера чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой является нестабильность по ходу программы, когда за блестящим началом следует спад, заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Туктамышева победила на первом этапе Кубка России в Сызрани.
После короткой программы она уступала бронзовому призеру чемпионата мира Александре Трусовой, которая снялась с произвольной. Лиза хорошо вошла в сезон, тройной аксель в отличном состоянии. Короткая программа мне очень понравилась, произвольная, скажем так, в традиционном стиле Туктамышевой. Единственное, что меня расстраивает, это ее волнообразные выступления, эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок. Хочется, чтобы она не допускала этих спадов и чтобы ее программа развивалась дальше после стартовых сложных элементов. Чтобы не было этого прекрасного начала, а потом, бац, и бросила, сказала Гончаренко.